Все вокруг нас — это строительство и архитектура. И какой путь Армения прошла на поприще архитектуры? Этот путь очень удивительный, потому что некоторые вещи начинались на нашей древней родине, потом уходили в европейский мир, потом оттуда возвращались к нам и приобретали новое звучание. Вот это один из древних барельефов, которые сохранились. Это храм бога Халди, которому поклонялись наши предки. Этот храм находился там, где сейчас западная территория Ирана. После того, как сделали реконструкцию храма, приблизительно вот такую картинку получили. Возраст этого храма, этого места — это примерно 1000 с лишним лет до нашей эры. Куда все это пошло? Понятно, что мы видим продолжение такой традиции и развитие, конечно. Развитие, конечно, мы видим в античном мире, в Греции. Она приобрела вот эту красоту, этот размах, но общая композиция и общий подход очевидны, эти параллели, откуда это пошло, из Малой Азии. Греческая архитектура, она как бы вошла в нашу жизнь вот такими выдающимися храмами. И уже вот греческий вариант этих храмов снова вернулся в Армению. Уже в 1 веке нашей эры. Храм Гарни — это Армения, 1 век нашей эры. Переосмысление, развитие, продолжение и сохранение традиций, оно долго продолжалось, архитектурных. Дальше тоже будут слайды, где вы увидите природу вокруг, и вы поймете, как то, что делали люди, сочеталось с природой. Дело в том, что в армянском языке слово «архитектор» означает не строитель, оно означает главный по красоте. То есть тот, кто создает красоту. Что случилось потом? Вот пришло христианство, и должны было, конечно, все измениться, но куда девались традиции? Они не исчезли, они использовались. Вы видите один из самых первых христианских храмов, которые сохранились в исторической Армении, это Ерерюик. Если мы дальше смотрим на то, как развивалась армянская архитектура, мы видим, что то, что было вчера, оно не отвергалось сегодня, с этим продолжали работать и сохранять. Это и есть смысл культуры. Например, развалины храма Звартноц VII века. А это его реконструкция. Вот таким он был, громадным, круглым. Конечно, в христианский период архитектура пошла по своему пути. Вы здесь видите древнейший христианский собор в мире. Это кафедральный собор в городе Эчмиадзине. Его первые сооружения были построены в IV веке. Дальше архитектура шла по своему пути, но вы опять видите, люди понимали, что то, что они строят, это часть природы. И это должно быть красиво. Наверное, в этом вообще смысл культуры, чтобы в итоге было красиво и хорошо. Даже в Библии, когда мы читаем, как Бог сотворил мир, Он в итоге посмотрел и увидел, что это хорошо. Этим и занимались наши предки, создавая что-то, что было хорошо. Вы сейчас видите Ганзасарский храм в Нагорном Карабахе. Это тоже наше наследие, это 13 век. Что в итоге с этим всем стало? Наступил 20 век. Кроме того, что наступил 20 век, наступило время новой философии и идеологии. Пришел большевизм, пришел коммунизм. Люди стали отказываться от Бога. А вот от традиций, то есть от культуры и от традиций архитектурных в том числе, отказаться никто не торопился. И вот сейчас вы видите здание правительства Армении в центре Еревана, созданное в 1930-е годы. Современный Ереван, построенный в 30-е и 40-е годы, весь несет на себе след всей нашей истории архитектуры. Здание Академии наук Армении, парламент, театр оперы и балета. То есть мы везде, вы во всяком случае замечаете, что сюда перешли многие-многие традиции того, что мы видели в прошлом. Но, как мы уже сказали, архитектура – это не только сохранение, это еще и развитие. И люди вот на этой базе, на базе вот этих примеров, они стали по-другому мыслить и создавать новый город, новый Ереван, новую реальность. Тут, конечно, не обошлось уже без европейского влияния. Это центральная площадь Еревана, площадь республики. Она вам что-нибудь напоминает? Лично мне напоминает. Конечно. Это нормально, потому что люди, когда пытаются найти что-то лучшее, хорошее, они обязательно обращаются к опыту своих предшественников. И архитектор Еревана точно использовал и итальянский опыт тоже. При этом, после всего, что так было сделано, продолжатели этой культурной традиции архитектурной, они стали находить свой собственный путь. Это обязательно происходит. И поэтому мы видим, например, вот такие здания в Ереване, созданные в 80-е годы.
Это абсолютно современные здания, похожие на что-то космическое, инопланетное. Но они бы никогда не появились, если бы не вся та история, которую мы сейчас посмотрели. И не появился бы вот этот комплекс «Каскад» в Ереване, который тоже внесет в себе все черты нашей древней архитектуры. То есть в этом случае мы конкретно видим и понимаем, что такое наследственность и что такое передача из поколения в поколение. Для разрядки информации Ереван ночью. Смотрите, если правду говорят, что вот архитектура – это музыка, которая застыла в камне, то, в принципе, посмотрев на площадь, мы можем сказать, что мы с вами в архитектуре слушаем одну и ту же музыку.